Привет, друзья подписчики! Продолжаем ремонт однокомнатной квартиры, и в этом видео я покажу все этапы сборки электрощитка. Прежде всего необходимо спланировать электропроводку квартиры. У меня получилось 6 линий. Красные это розетки, желтое освещение. Для освещения я выбрал двухжильный кабель сечением 1,5 мм без заземления. Розетки на трехжильном кабеле с заземлением сечением 2,5 мм. Все кабеля медные. Кабеля необходимо выбирать с учетом планируемой мощности нагрузки, а также допустимой входной мощности в квартиру от электросчетчика. В моем случае в квартиру заведено 10 кВт. Каждая линия подключается через индивидуальный автоматический выключатель. Максимальный ток выключателя выбирается в зависимости от мощности подключенного устройства. В моем случае автоматические выключатели для розеток я выбрал на 16 А. Этим я ограничил максимальную мощность розеток в 3,5 кВт. Для защиты от поражения током я выбрал дифференциальный выключатель. У меня их два на каждую комнату. Подключается дифференциальный выключатель последовательно с группой автоматических выключателей. И, кстати, в моей схеме дифференциальный выключатель можно легко заменить на УЗО, устройство защитного отключения. Это возможно, так как DIF-автомат также обладает функцией УЗО. И в моем случае он оказался дешевле, чем обычное УЗО. На вид УЗО и DIF-автомат очень похожи, поэтому отличить их можно по маркировке. Маркировка УЗО начинается с цифр, а DIF-автомат с буквы. Для защиты от перепадов напряжения я также установил реле напряжения с термозащитой и входной двойной выключатель на 40 А, примерно по мощности 9 кВт. И на этом я заканчиваю теорию и покажу, как это все собирается. Прежде всего соблюдайте технику безопасности при работе с высоким напряжением. Обязательно отключите подачу электричества в квартиру перед работой. Если у вас нет опыта работы с электричеством, ни в коем случае не повторяйте увиденное в данном видео. Итак, прежде всего необходимо отключить и снять старый технологический щиток, так как в нем ничего не поместится. Также желательно примерить новый щиток на новом месте. Это позволит избежать возможных проблем после сборки щитка. Итак, начинаем сборку щитка. Понадобится стриппер или съемник изоляции, бокорезы, кримпер или пресс-клещи и отвертка. Соединять будем многожильным кабелем сечением 6 мм, который рассчитан на ток 50 А. Этого должно быть вполне достаточно, чтобы проводка в щитке не перегревалась. И далее 2 минуты сборки без комментариев.
И наконец-то щиток собран, пришло время установить его в положенное место. Прикрутив щиток к стене, выполняем первое включение. Включаем входной автомат, и реле напряжения отрабатывает с небольшой задержкой. Теперь тестируем работоспособность DIF-автомата. Для этого нажимаем на тестовую кнопку, и автоматы должны самостоятельно отключиться. Видим, что все работает отлично, и можно переходить к подключению проводки. Поскольку подключение проводки довольно длительный процесс, поэтому я покажу вам уже готовый результат. Как видно, все отлично поместилось, все контакты видны и доступны для контроля. И теперь наконец-то можно переходить к первому включению электричества в квартире. Да будет свет! Ура! С электричеством ремонт пойдет гораздо быстрее. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезно и вы узнали что-то новое. Пишите комментарии, критикуйте, делитесь советами. Ну а у меня на этом все. Всем хороших идей. Пока-пока.